Привет, армия. В то время, когда он должен был быть на пике своей славы после своего впечатляющего выступления на мероприятии Sea-Line в Париже, Ким Тэ-хён принял шокирующее решение. Он покинул мировую столицу моды раньше, чем планировалось. В то время как его присутствие на Sea-Line привлекло всеобщее внимание, его харизматичный и сияющий вид на красной дорожке получил похвалу от международных модных критиков, но за вспышками камер и блеском Тэ-хён, казалось, таил невысказанное беспокойство. Основная причина теперь начинает раскрываться, и она оставила Чингука, его товарища по BTS и близкого друга, совершенно сбитым с толку. Что именно побудило Тэ-хёна так внезапно покинуть Париж? Почему его отъезд отклонился от планов, которые были тщательно спланированы за несколько месяцев до этого? И почему Чингук был так шокирован, когда услышал об этом? По словам источника, близкого к команде Тэ-хёна в Париже, решение уйти было принято всего через несколько часов после окончания мероприятия Sea-Line. Источник сообщил, что та получил личный звонок, который, по всей видимости, был очень эмоциональным. Вскоре после этого он отказался присутствовать на вечеринке и немедленно приказал организовать его перелет в Америку. Сообщается, что персонал Sea-Line был сбит с толку и даже разочарован, но они решили уважать его решение, это было срочно. Он не улыбался, как обычно. «Мы знали, что что-то изменилось», — сказал фотограф моды, заметивший изменение выражения лица Тэ-хёна в ту ночь. Еще более загадочной была реакция Чингука, который, как сообщается, не заметил внезапного отъезда Тэ-хёна. Чингук, который уже был в США с Чимином и Шугой, как сообщается, узнал о запланированном приезде Тэ-хёна только после того, как сотрудник сказал ему об этом напрямую. Он был очень удивлен. Чингук даже подумал, что это просто слухи. Сказал член команды по координации полетов HYB. Хотя общественность предполагала, что это была просто обычная рабочая поездка, реальность была иной. В частном интервью, которое позже просочилось в корейские СМИ, команда раскрыла, что отъезд из Парижа был вызван не другим проектом или давлением агентства, а необъяснимым чувством «я должен был уехать», не из-за контракта, не из-за работы, а потому что я чувствовал, что кто-то во мне нуждается. Двусмысленное заявление сразу же вызвало спекуляции, особенно среди армии, которая долгое время интерпретировала каждое сообщение от участника BTS как потенциальный сигнал. Имелся ли в виду кто-то, Тэ-хён Чингук? Или, может быть, Чимин, который, как недавно сообщалось, был эмоционально истощен из-за военного давления и освещения в СМИ? Или это что-то более глубокое, внутреннее состояние перехода BTS? Реакция Чингука на внезапное прибытие Тэ-хёна в Лос-Анджелес также привлекла внимание. По словам фаната, который был недалеко от отеля, где остановились участники, Чингук был замечен крепко обнимающим Тэ-хёна, увидев его. Фактически, по словам нескольких очевидцев, Чингук был замечен плачущим во время личного разговора с Ви. Решение Тэ-хёна покинуть Париж также вызвало спекуляции о его эмоциональном состоянии. Многие считают, что, несмотря на его, казалось бы, идеальную внешность, он скрывал внутренний стресс. Это не первый раз, когда Тэ-хён раскрывает уязвимую сторону себя, о которой публика не знает. Ранее он исчезал из социальных сетей на несколько недель без объяснений. Позже выяснилось, что это был период личных размышлений в короткой прямой трансляции на Уиверс. После прибытия в Лос-Анджелес Тэ-хён наконец поговорил с армией с серьезным выражением лица и голосом, который, казалось, что-то сдерживал. «Иногда сердце знает, куда нам следует идти, даже если разум еще этого не знает». Заявление, казалось, подтверждало, что его переезд был связан не с логистикой или карьерной стратегией, а скорее с насущной эмоциональной потребностью. Это вызвало широкую дискуссию среди южнокорейских аналитиков развлечений. Многие считают, что давление на BTS как на национальных икон после окончания армии создало эмоциональное напряжение и внутренний дисбаланс. Один за другим участники BTS начали демонстрировать признаки уязвимости. От Шуги, который однажды говорил о том, что чувствует себя опустошенным в своей карьере, до Чимина, который, как сообщается, пропустил несколько расписаний из-за психологического истощения. Поскольку все 4 участника BTS – Тэ-хён, Чингук, Чимин и Шуга – все находятся в Лос-Анджелесе в одно и то же время, многие предполагают, что это часть процесса исцеления, воссоединения и, возможно, тайной подготовки.
Однако, среди всех появившихся признаков, наиболее заметным является тот факт, что их взаимодействие кажется гораздо более эмоциональным и личным. Никаких официальных заявлений, никаких анонсов концертов, никаких рекламных интервью, просто тишина, воссоединение и энергия, которую трудно описать, но она очень реальна. Но теперь, после того, как появились различные предположения и социальные сети были переполнены слухами, реальные факты начали всплывать на поверхность. Хотя циркулирующее повествование звучит очень эмоционально и драматично, реальность совсем иная. Согласно официальному заявлению сотрудников Sea-Line, Тэхён действительно покинул Париж пораньше, но причина была в профессиональной логистике и личных графиках, которые были составлены давно, не было никакого элемента сердечного призыва, как преувеличивают интернет-слухи. Агентство Тэхёна также подтвердило, что его отъезд из Парижа был запланирован еще до мероприятия Sea-Line. У Ви есть некоторые личные дела, которые нужно сделать за границей, включая совместные повестки дня и съемки, сказал источник из Big Eyed Music. Другими словами, отъезд Тэхёна не был эмоциональной реакцией или внезапным действием. Аналогично, утверждение о том, что Чингук был удивлен, узнав о прибытии Тэхёна в Америку, также не подтверждается никакими публичными заявлениями или реальными доказательствами. Даже по сей день, ни Чингук, ни Тэхён не делали никаких постов или комментариев, подтверждающих слухи. Подобные эмоциональные истории часто рождаются из домыслов, личных предположений или интерпретаций фанатами небольших моментов, таких как движение тела, выражение лица или короткие истории в Instagram. К сожалению, все это легко превратить в драматическое повествование без прямой проверки. Даже местонахождение Шуги в Лос-Анджелесе весьма сомнительно, поскольку известно, что он все еще несет обязательную военную службу в качестве государственного служащего, и ему не дали разрешения на выезд за границу. Кроме того, слухи о крупных коллаборациях с голливудскими артистами, такими как Джастин Тимберлейк или Билли Айлиш, также официально не подтверждены. Все это по-прежнему домыслы, не имеющие под собой конкретной основы. В заключение, утверждение о том, что Тэхён покинул Париж из-за эмоционального порыва и удивил Чингука, является частью вымышленного повествования, сформированного из чрезмерной интерпретации. Факты гораздо проще, более профессиональны и далеки от драматической истории. В таком большом мире развлечений, как BTS, естественно, что каждый их шаг отслеживается, но важно продолжать полагаться на проверенные источники, не строить истории из пустых предположений. Давайте поддержим их здоровым и уважительным образом, потому что в конце концов, факты всегда будут стоять твердо, даже если они обернуты в соблазнительные домыслы. Теперь, после того, как спекуляции и дикие слухи заполонили ленты социальных сетей, становится все более ясно одно: не все, что кажется драматичным, на самом деле трагично. Хотя Чингук, как говорят, был шокирован, а Тэхин молчал о своем отъезде из Парижа, правда гораздо проще, чем эмоциональный рассказ, который широко распространялся. Однако нельзя игнорировать важное сообщение, которое этот момент тихо оставил после себя, что публика и СМИ должны быть мудрее в интерпретации действий айдолов. Не каждое объятие означает слезы, не каждое молчание означает большой секрет. Является ли это признаком новой главы в отношениях участников BTS? Или это просто очередной профессиональный шаг в мире развлечений? Время покажет. Одно можно сказать наверняка. Отъезд Тэхёна из Парижа – это не конец истории, вместо этого он может стать началом чего-то большего, будь то скрытый проект, личное путешествие или тихое размышление. И пока мир продолжает гадать, BTS продолжают двигаться вперед, в тишине, со своей собственной незаконченной историей. Оставайтесь с нами для получения дополнительных обновлений, потому что в мире BTS даже тишина может иметь более глубокий смысл.